мы видим сенсации. Это определенный накал страстей. Конечно, для спортсменов это негатив. Для тех, кто действительно много готовится, если мы проведем опрос, я думаю, все как один скажут, мы не хотим лететь на другой край земли для того, чтобы проиграть в Best of 1 и потом уже на вылет играть Best of 3. И ты готовишься полгода, чтобы показать свой максимум, и в итоге все может свестись к минимуму. Друзья, подкаст Right Click снова с вами. Меня зовут Саша Сайрат, подкаст-переводу в компании Коля Спатича, а также человек, который стоял у истоков таких организаций, как Gambit, Virtus.pro, работал тренером, менеджером, SEO, директором. И именно благодаря ему мы знаем, что девятка на Нюке называется именно так. Константин Грув-Пикинер. Привет. Привет. Здравствуй, Николай. Я с тобой могу не здороваться. Да, уже виделись. Да, уже виделись с тобой. Смотри, про девятку хорошо. Хорошо. На Нике. Хорошо. Ну, факт есть факт. Смотрите ли вы мажор? Как вам результаты мажора? Да, за мажором я слежу. Результат есть сенсационный. Ну, там вчера это то, что фальконцы вылетели с мажора. Вот. Как бы пока все еще мажор является таким экспериментальным из-за того, что 32 команды впервые. Конечно, наверное, первая стадия, которая была, она не такая интересна, как обычно, исходя из уровня команд. Вот. Ну и я слышал, что многие зрители тоже начинают жаловаться, то, что мажор становится таким немножечко затянутым. Вот. Но в целом, да, я слежу. Вчера вот практически весь вечер смотрел трансляцию Хуча. Вот. На самом деле, мажор такой себе. Знаешь, для меня он как будто промежуточный просто больше. Слишком много как будто замен и слишком много вот этих перетурбаций в составах. И как будто, знаешь, это не та отметка, по которой будут судить команды. Мне кажется, что именно на этом мажоре система Best of 1 и система MR13 показала то, что нужно полностью перерабатывать экономику, и раунд вот этот экономический 1900-2400, нужно с этим что-то придумывать, потому что очень много антифорсов выигрываются, и из-за этого просто критически нельзя допускать каких-то ошибок, потому что, раундов мало. В целом вообще переход на CS2, который ознаменовался сменой системы, и в случае Best of 1 формата мы увидели, как сильно поднялся уровень и результативность средних команд и слабых команд. Раньше такого прогресса мы не замечали, и не было практически шансов у команд, которые, там, допустим, за пределами топ-30, так часто показывать высокий результат и победы. На это повлияло несколько вещей. Первое — это переход на CS2. В целом то, что роль, скажем так, стрельбы, она возросла очень сильно. И теперь уже не так важно, насколько хорошо ты понимаешь игру, насколько хорошо ты думаешь, скорость принятия решений. Теперь техника, она имеет большее гораздо значение. Второй фактор — это фактор как раз MR13, когда у тебя фундаментальных раундов, основательных, где ты можешь показать полностью свою мощь, их стало намного меньше, и теперь фактор как раз вот этой рулетки, он вырастает. Ну и сюда добавляется Best of 1. Все чаще мы видим швейцарку. Первые раунды швейцарской системы, они проходят по Best of 1. Это позволяет тебе иметь меньше маппул, раз. В случае, когда команда встречается более опытная против неопытной, это такая идеальная ситуация, когда ты с 3 картами вполне себе имеешь хорошие шансы обыграть топа. В Best of 3 это просто невозможно чисто физически. Ты не можешь. Вот. Да, поэтому есть с точки зрения зрительской, наверное, в этом есть что-то такое. Мы видим сенсации. Это определенный накал страстей. Конечно, для спортсменов это негатив. Для тех, кто действительно много готовится, если мы проведем опрос, я думаю, все как один скажут, мы не хотим лететь на другой край земли для того, чтобы проиграть в Best of 1 и потом уже на вылет играть Best of 3. И ты готовишься полгода, чтобы показать свой максимум, и в итоге все может свестись к минимуму.
Вот, а так, болею, конечно, я болею за всех представителей СНГ региона, будь то они играют в иностранных командах, или это наши коллективы, за всех ребят я болею. Самое для меня было, наверное, такое чувствительное поражение, это Бэтбум. Проиграли, потому что там играет Бумыч и Аксель. Как бы с Серегой я вообще очень длительный период. В КСе я ни с одним игроком так долго не работал. Поэтому для меня он как родной, и для меня это особенно близко я воспринимаю, потому что за него я переживаю как за себя. А с чем связываешь именно его спад такой? Смотрите, мы не можем судить. Вот всегда, когда люди пытаются дать какую-то оценку выступлению команды, работе тренера, форме игрока, мы практически не можем дать ее адекватно из-за того, что не знаем всех тонкостей. Мы не знаем, что происходит внутри коллектива. Мы не знаем, какие задачи перед ним, как перед игроком, допустим, ставит тренер и капитан. Мы не знаем, что происходит в его жизни. То есть это такое стечение факторов, возможно, стиль, которым они играют, ему не подходит. Смена ролей. У него произошла смена ролей. Это одна из возможных причин. Вот. В целом бывают периоды такие в жизни игроков, потому что если мы возьмем, например, начало, когда Бумыч и Аксель пришли только в Бэтбум, в январе они играли, по-моему, тогда это была квала к Бласту, онлайн-часть к Бласту. Он показывал просто феноменальную и статистику, и большинство матчей он практически в соло закрывал. Маус Фурия там. Да. И там были соперники, на голову выше, чем те, против кого они играют сейчас. Бывает такое, что игрок перегорает. Я говорю, я не готов говорить за него. Как одно из предположений, смена позиций, потому что все-таки то, что ты нарабатываешь годами, те знания, та уверенность, когда у тебя происходит кардинальная смена, конечно, тебе приходится перестраиваться, и это процесс не быстрый. И бывают игроки, которые адаптируются быстро, бывает медленно. Это уже никоим образом не связано с твоим уровнем. Это уже вопрос адаптации, скорости адаптации. Смотри, прошло полгода после того, как ты покинул Cloud9. Да. Чем ты занимаешься сейчас, по прошествии этого времени? Часто киберспортсмены дают интервью о том, что график перегружен, что это крайне сложно. Это действительно так. И начиная с 2013 года, за исключением периода, когда был ковид, у меня вообще не было свободного времени. Просто для примера, 2013 год, за 12 месяцев у меня более 40 поездок за границу. И так практически только в одну Германию 26 где-то было визитов. И так из года в год, несмотря на то, в какой позиции я нахожусь, будь то SEO, тренер, абсолютно неважно. График примерно идентичный. Ты мало находишься дома. Поэтому эти полгода стали таким глотком. У меня появилась возможность быть семьей. У меня есть возможность делать уроки с дочерью, помогать, уделять время, приходить в школу на ее концерты, приходить на ее соревнования. То есть это такая уникальная возможность, когда ты действительно можешь уделить время родным и близким, встретиться с мамой, с сестрой, поехать куда-то, и ты не задумываешься о том, а что же будет через неделю. Да, в душе я трудоголик, и мне без работы крайне тяжело. Я всегда должен чем-то заниматься. Я такой был с самого детства. Но иногда это идет в том числе на пользу. Плюс очень много всяких таких, каких-то домашних дел, бумажных, которые накопились за это время. Поэтому полгода даже ощущение, как будто я и не отдыхал вовсе. Полгода и срок такой, знаешь, не совсем большой, пролетает очень быстро. Слушай, ты сказал как раз про обязанности, то есть неважно, какие обязанности ты исполняешь, и как раз во времена EM5, да, еще старых Гамбит, ты исполнял
очень много различных ролей и обязанностей. И, то есть там чуть ли не доходило до того, что ты там SMM-специалист, который главный редактор там сайта Moscow 5, условно, да, и ты там за новости отвечал. Вопрос, соответственно, почему ты изначально вообще не хотел сосредоточиться на какой-то определенной роли, и почему ты как раз не то, чтобы никому-то не делегировал, там, допустим, тренерство, а сам просто SEO, а ты прям эти все роли выполнял сам? Хорошо, тогда Потому что не доверял? Нет, этот вопрос надо поделить на 3 части, чтобы было прям объективно. Первая часть, я стоял у самых истоков киберспорта. То есть профессионально, если мы берем отметку, когда я подписал первый контракт, это лето 2002 года. И вот начиная с этой точки, я попробовал себя на разных ролях. Я был игроком-капитаном, далее там это был Emacs, Virtus.pro. Потом я стал тренером. Потом я стал менеджером, впоследствии генеральным менеджером Virtus.pro. Далее одна из таких вот моих областей это было медиа. Я работал редактором журнала на тот момент «Киберспорт». Это было первое печатное издание, такое крупное. Плюс писал статьи я в... «Спортсео» вроде еще были. Был журнал «Навигатор игрового мира», кажется, так он назывался, и то ли PC-игры, как-то так был тоже журнал, в Геймленде он издавался. Вот. Пробовали мы создавать собственный сайт информационный, крупный, это recruit.ru. То есть у меня было несколько направлений. Первое, это я как игрок. Второе, сюда же это как тренер, что было вполне логично, потому что всегда я был капитаном, который занимался построением игрового процесса от начала до конца и тем, что я там воспитывал игроков. Вот это было одно направление. Второе, это было медиа. Печатные издания и сайты, вплоть до создания собственных сайтов. И третье направление, это как раз-таки у меня было связано оно с управлением. Менеджерская позиция, по чуть-чуть и вырастал. Далее добавилось еще одно. Это проведение, организация разного рода мероприятий. В первую очередь соревнований, но в том числе под заказ мы делали там, стенды на крупных выставках. Арбалет вы делали? Арбалет это было еще до Арбалета. Арбалет это было продолжением. Мы создали маркетинговое агентство, которое в том числе занималась под ключ организацией. Мы делали для Intel, для Razer стенды, турниры, какие-то ивенты. Вот. Они получали просто экспертов из игровой индустрии, которые под ключем закрывали. Вот эти 4 направления, я в каждом из них себя попробовал и работал не несколько месяцев, а работал годами. Тот опыт бесценный, который я получил, почему так получилось? Сфера была новая, и некого было подключать, брать. Мы эти дороги протаптывали самостоятельно, и никакой, скажем так, внешней экспертизы не было. Никто, кроме нас, там не мог эту дорожку проложить. Приходилось это все делать самим. Поэтому так вышло, что я вот учился в каждом из этих 4 направлений, имел опыт. Это первая часть вопроса. То есть я, когда брался за что-то, я брался за это, имея опыт уже, багаж 10-летний. Брался не потому, что я хочу и буду, а потому что имел уже экспертизу и понимал, что на данном этапе надо самому помочь этому направлению. Теперь вторая часть, касаемо М5. Решение принимал владелец Moscow 5, Дима Смелый. То есть те назначения и те функции, которые я выполнял, решения по этим моментам были не за мной. Изначально в М5 я пришел на роль как раз-таки редактора. Изначально был вообще редактором. Да. То есть там мы пообщались, Дима говорит, слушай, вот было бы тебе интересно взять и полностью переделать наш сайт, заняться тем, что ты будешь главным редактором этого портала. Мы хотим сделать сильный такой новостной портал. На тот момент еще была мода, мало кто сейчас, из современного зрителя, вряд ли кто-то вообще это помнит. Но тогда топовые команды считали обязательным иметь очень сильный новостной сайт,
Мгм. в своем активе, где бы они досконально не было тогда такого размаха, там, мессенджеров. Соцсети только были в самом начале. Это вот я говорю про период 10, 11, 12 год. Вот. И каждый себя уважающий клуб имел собственную редакцию, имел там в штате всегда это видеограф, дизайнер, несколько журналистов, главный редактор. И порталы писали обязательно про свою команду. Плюс дополнительно еще могли освещаться в целом общие новости, да, индустрии. Вот. И я приходил тогда как редактор. Ну и, соответственно, для того, чтобы быть главным редактором, первое, что мы решили сделать, это полностью перестроить и создать с нуля сайт Moscow Five. Опыт у меня этот был, ну и, собственно, мы его применили. Дальше уже Дима обратился ко мне с тем, что, слушай, а не хочешь ли ты поучаствовать в подготовке нашего КС-состава к World Cyber Games? Извини, перебью, да. просто, знаешь, так подходят к редактору и говорят, а ты не хочешь стать теперь тренером, а не редактором? К нам бы так подходил кто-нибудь, знаешь. Вот. Это был конец 2011 года. World Cyber Games на тот момент престижный чемпионат мира. Еще КС 1.6 на дворе. Вот. В составе играл тогда Дося, Фокс, Эдик. Вот. Я всех ребят знал хорошо. Я говорю, да, конечно, без проблем. Они едут на World Cyber Games. Я готовил их здесь, а уже в Корею на World Cyber Games с ними полетел Дима. Занимают они 3-е место. Вот. Результат отличный. Параллельно с этим Дима говорит, слушай, девчонки просят. Была женская команда у Moscow Five, тоже по КС. А их ты не можешь тоже потренировать? Вот. Без проблем. И готовил. Ну, вот с девчонками я уже чуть подольше. Наверное, около полугода я их тренировал. Слушай, извини, я перебью. Да. Там было какое-то интервью, где капитан не приехал у девчонок. Что? Да. Мы готовились с заменой, и тогда они поехали и на ЕСВЦ. Это самый на тот момент крупный женский турнир. Они заняли 3-е место. В январе они полетели уже на турнир в Швеции. Он не такой престижный, но тоже весь мировой топ был. Они заняли 1-е место. Это был вообще супер отличный результат. Для всех из девочек это были самые высшие награды в их карьере. Я считаю, вот это сотрудничество супер плодотворным. У нас до сих пор теплые отношения. Вот. Дальше появились лолеры. И он говорит, слушай, нет менеджера у лолеров. Не хочешь ли ты взять шефство над лолерами? Мы не знаем, что из этого вырастет. Ну, и как-то так пошло. Причем лолеров нашел не я. Вот просто я уже получил полностью готовый состав под ключ. У них ни тренера, ни менеджера, никого. Возьми шефство над ними. Ну и вот как-то началась работа с лолерами, и с этого момента началось уже такое победоносное шествие, где мы выиграли очень много. Вот. Это была кропотливая работа, где я был отчасти менеджером, отчасти тренером. Вот. Ну, и в какой-то момент уже и SEO я стал Moscow Five. То есть это было такое поступательное принятие решений, где где-то я участвовал как сейлс-менеджер, уже там необходимо было развиваться клубу, подписывать спонсорские контракты. В этом я немного принимал участие. Поэтому просто Дима шаг за шагом, видя мою вовлеченность, понимая, скажем так, принимая во внимание мой предыдущий опыт, он понимал, что, раз он справляется с этим, попробуем еще. Ну и так, по итогу, на мне уже было очень много функций. Поэтому здесь принятие решений было не за мной, и это не было моим желанием объять необъятное. Если мы переходим к Gambit, то там почему я выполнял разный функционал? Из-за того, что организация была молодая, бюджеты не позволяли, скажем так, штат как-то расширять. Поэтому на начальных этапах, там это буквально первый год где-то, было всего там 3-4 человека. И, конечно, я занимался всем по чуть-чуть. Но основное это было, я был на позиции SEO и в целом макро координировал. Ну и плюс там
менеджер-тренер Лоллеров, и какие-то процессы, включался по чуть-чуть, но я так скажу, что это распространенная ситуация в киберспорте в целом тех периодов. Вот. Да, уже 15-16 год, или когда мы перешли под крыло МТС, конечно, штат уже там переваливал за 50 человек и так далее. Но тогда в процессе развития в целом киберспорта, я имею в виду до 2015 года, это было нормой и не чем-то необычным. И я брался только за то, что я уже умел делать действительно то, где у меня был опыт. То есть так вслепую я сейчас вам расскажу, как бы нет. Я реально смотрю на вещи и понимаю, что большие объемы невозможно выполнять самостоятельно. Фуф. Вот так. Но на самом деле, да. short. Но ответ на вопрос получен, Да. на самом деле. Из Потому 3. что не очень понятно, да, почему, в принципе, вот все эти роли были как бы взяты тобой. Но теперь... Давай немножко к Понятно. настоящему чуть переместимся, потому что это, наверное, более насущно. Кто, наверное, даже стоит задать именно такой тренер сегодня? Это тактик, это психолог, это, не знаю, как близкий, да, не родной, а близкий именно человек, который тебя должен поддерживать, чему-то учить. Вот к нам на Фане приходил, и я могу там со 100% уверенностью сказать, что именно он твой ученик, именно вот даже по лексике чуть-чуть вы похожи, вы общаетесь также одинаково, у вас какие-то моральные даже некоторые такие пунктики совпадают, что мы не будем говорить там про других. Вот. Это сразу у нас заело, да, прям да. как только услышали, на самом деле, что есть учитель, есть ученик. Ну, это хорошо. Мне это, во всяком случае, приятно слышать, потому что я на роли тренера стараюсь не ограничиваться только игровым процессом. Я считаю, как старший наставник, я в том числе и должен передать ребятам свои какие-то жизненные знания и не дать им совершить ошибки там, с точки зрения финансовой неграмотности, с точки зрения репутации и так далее. И я всегда стараюсь быть максимально близким для них и помочь им далеко за сервером, скажем так, насколько это возможно. Нет, я не хочу проживать за них жизнь, не хочу им чертить маршруты. Я даю рекомендации, и если вижу, что они реально сейчас сделают какую-то критическую ошибку, конечно, я буду настаивать. Просто я им рассказываю, ну и в том числе направляю их к родителям, чтобы они в случае таких важных решений, важных шагов обязательно советовались и уважали своих родителей. Вот. Для меня это важно, это, скажем так, часть процесса. То есть для меня не заканчивается тренировочный процесс в TeamSpeak или на сервере. Вот. Кто такой тренер? Ну, идеально всего по чуть-чуть. Это какой-то такой идеальный вариант. Если мы смотрим, зачастую, ну, это зависит от ситуации. Каждый тренер определяет для себя сам, кем он будет. Очень многое зависит от знаний человека. Если он прошел путь профессионального игрока, это один уровень знаний. Да? Если он все-таки больше не был титулованным игроком, но это сильная личность, у него есть опыт, например, из спорта, из бизнеса, он больше уже выступает в роли наставника. В том случае, вот как психолог, ну, я считаю, что любой тренер абсолютно в любом виде спорта должен быть чуть-чуть психологом, потому что игрок, если уж он супер закрытый, то первый, кому он откроется, это или тренер, или друг какой-то его. В последнюю очередь он уже там будет открываться своим тиммейтам или еще кому-то. Это сделать легче всего. Ну и тренер, который не способен разглядеть, скажем так, определенный внутренний конфликт в игроке, конечно, он столкнется с большими проблемами и не сможет поставить точный диагноз, когда команда зайдет в тупик. Вот он будет искать проблему в чем-то, хотя она будет крыться в одном человеке. Вот поэтому, да, психолог обязательно. Еще что было? Тактик. Это тоже такое. Тут зависит от модели, которую строит команда, потому что иногда бывает очень сильный капитан, который четко знает, что он хочет. Его багаж позволяет самостоятельно выстраивать систему. В этом случае
тренеру не обязательно быть сильным тактиком. Бывает, когда работает коллегиальный орган, тренер, капитан и 1-2 активных игрока, наиболее активных в команде. Бывает, когда работает пара, тренер-капитан. Вот в зависимости от этого и как раз уровень тактической, скажем так, опытности и вовлеченности тренера, он очень сильно будет зависеть от этого, вот, потому что некоторых капитанов нельзя их задавливать, нельзя им обрубать крылья. В противном случае этот человек не будет знать, что делать на сервере. Он просто потеряется, если он будет постоянно ходить по указке. Он потеряет свое это капитанское чутье. Там на сервере мы стоим сзади, мало чем мы уже можем помочь. Да, тактическая пауза, все понятно. Там, это 30 секунд, 4 раза. Она способна изменить, но все равно отдельные мелочи, они внутри раунда, это доли секунд всего лишь. И капитан должен стать этой самостоятельной единицей, потому что наша работа все-таки больше за кадром. Подготовить к этому моменту, к самостоятельности, принятие решений, вот, какое-то поведению правильному и так далее. Вот поэтому капитана в этом случае, вот если он уже самостоятельный, нельзя его зажимать, переделывать под себя. Вот, поэтому я говорю, это, на мой взгляд, это ситуативно. Хотя есть разные. Есть тренеры, которые гнут свою линию во что бы то ни стало. Есть, которые, наоборот, максимально отстранены от процесса, забирают на себя роль психолога, роль мотиватора и так далее. Чуть-чуть перескочу и добавим. Мы хотели это чуть попозже обсудить насчет психологии. Вот ты в интервью говорил в 2019 году, что в нашем регионе СНГ-психолог не способен внести такой вклад, как в иностранных командах. Грубо говоря, иными словами, нам не нужен психолог. То есть... Не совсем так. Сейчас поясню. Во-первых, прошло 8 лет. Угу. Я это подводил к тому, что сейчас изменилось у тебя? Немного изменилось. Что я хотел сказать? Если мы смотрим на опыт народов, не опыт киберспорта, в целом, и будем честны, тогда я говорил, это был там 17-18 год, по сути, речь была об игроках, которые родились в 80-е и в 90-е. То есть это поколение, которое родилось либо в Советском Союзе, либо в 90-е, когда шла вот эта переходная часть, перестройка из одного строя в другой. Будем честны, психолог не был частью нашего общества. Это не было чем-то нормальным с точки зрения принятия человека. И если мы говорили, там, допустим, ты пошел к психологу, чаще всего думали, что что-то не так с человеком. Поэтому люди вели себя достаточно закрыто, когда они встречались с психологом. Потому что наше общество в сравнении с западным обществом на тот момент, которое имело там десятилетние практики, это было абсолютной нормой. Даже, наверное, во времена там, царские, и то психолог был чем-то более привычным, чем в советскую эпоху. И исходя из этого, так как мы продолжатели, и мы имели, скажем так, то мировоззрение, исходя из этого, я говорил, что психолог имеет гораздо меньше импакт, нежели он может иметь на западные команды. Объясню еще почему. Начинают сравнивать со спортом. Хорошо. Большинство сравнений со спортом некорректно. Объясню снова почему. Те процессы, которые мы видим в реальном спорте, они закладываются в 6, в 7, 8 лет. И игрок, выходя уже на свой там, какой-то такой профессиональный уровень в лет 15-16, если мы берем разные виды спорта, командные, допустим, сравниваем, он уже имеет опыт и дисциплинарный, он имеет опыт сборов, он имеет опыт стресса. У него за спиной десятки соревнований. Он имеет опыт работы с психологом. Он понимает, для него это норма жизни. Поэтому роль психолога в спортивной команде, она изначально гораздо выше, потому что он знает, как себя вести, он понимает, что он может взять, и он готов, он открыт для работы с психологом. В случае с киберспортом, когда, давайте будем честны, там, мы опять-таки вернемся на 7 лет назад. Все игроки, которые приходили, они приходили из вакуума.
у них не было, дай бог, если они занимались полупрофессионально или профессионально спортом, но у них не было этой школы, когда они привыкли к определенным профессиональным процессам. Они просто из ниоткуда попадали в киберспортивный клуб, и тут начинается нагрузка. Сразу профессиональный тренер, вот тебе аналитик, вот тебе психолог. Для него это определенный шок. Еще и с той точки зрения, что общество не так открыто настроено к психологам. Сейчас, 7 лет спустя, конечно, это стало более привычным явлением. Уже психологи работают в крупных компаниях, психологи стали привычной частью нашей жизни. В беседах мы уже об этом говорим. Время идет. Да, если ты спросишь меня, ситуация изменилась? Конечно, изменилась. Но все равно этот временной разрыв, который счет идет на десятилетия, там не 1, 2, 3 года, это там более 50, там, может быть, даже там около 100 лет, это серьезный разрыв, разница в менталитете. Мы его сокращаем, да. Вот. Вносит ли психолог плюс? Конечно, однозначно. Но я говорил, вот я хочу, чтобы меня правильно услышали, разницу в восприятии, изначальной готовности общества к плодотворной работе с психологом, которая была у нас и в западных странах, там Европа, США, Западная Европа и США. Вот. Эту разницу, игнорировать, мне кажется, некорректно. В Советском Союзе про депрессию не слышали, наверное. Вот. Но, с другой стороны, честно говоря, есть видео даже одно, где приходит девушка к психологу, оно англоязычное, и она рассказывает о своих проблемах, и говорит: доктор, а вы действительно меня вылечите? Там, я не помню, там сумма, говорит, вы говорите, что $3, и вы лечите от любого недуга. Это правда? Он говорит: да, просто вы говорите мне, какой у вас недуг, $3, и я вылечу. Вот, видели, нет? Я что-то слышал такое. Вот. И все, и она начинает: вот, у меня там клаустрофобия. Он говорит: вы закончили? Да. Готовы? Да. Она ручку взяла, тетрадь, хочет записать. И он говорит: stop it. Он такой: что? Записывать? Он говорит: да, stop it. Он говорит: все? Он говорит: да, $3 давай. И он, в принципе, на все: стоп, заканчивай, слушай, хорош. Это тоже, наверное, выход из ситуации, когда слишком уж мы дали много свободы до такой степени, что заблуждаемся, каждый заблуждается в меру своих способностей. Иногда не надо передумывать. Иногда жизнь устроена гораздо проще, чем оно есть на самом деле. Вот. Так что... Знаешь, пока Костя все это рассказывал, у меня на каждый промежуток возникает еще 2-3 вопроса на самом деле. Но я думаю, знаешь, это все равно немножко касается психологии, потому что вот вопрос, опять же, немножечко забегая назад, все, что ты описывал, работу вот как психолога, мотиватора, тренера, неважно, ты все равно описывал с точки зрения работы именно с молодыми ребятами. Вот. Но, опять же, помним, что ты работал, опять же, также и со взрослыми. То есть люди, которые по факту уже состоявшиеся личности, которые что-то выигрывали, то, что ты уже говорил. Вот вопрос, насколько сильно большая разница вот с точки зрения именно психологии работы со взрослым и работы с молодым. Потому что взрослый — это уже личность. И вот может ли тренер его не то чтобы, знаешь, переделывать, а скорее как-то вот перенаправить его? Или это уже ни в коем случае так делать нельзя, как бы человек какой есть, такой есть? Опять же, мы приводим пример просто там игроков, там, опять же, не хочу там прям на личности переходить, но есть игроки, которые очень сильно эмоционально, там, не то что нестабильны, они много позволяют себе с точки зрения эмоций, особенно как в коллективе, и это, конечно, может вводить там в какой-то диссонанс. Говори, кто это? Типа Simple, условно, Simple, да? Типа электроник, нет? Кстати, тут электроник. Все зависит, на самом деле, от... Человека? От человека, от тренера, какой путь он выбирает. Вот. Зависит от совместимости. Люди могут просто быть как кефир и селедка. Как бы ты делал? Вот как бы ты, вот твое мнение, как бы ты делал? Переделывать людей, которые прошли уже длинный путь, это практически невозможно. Угу. Вот. Ты либо принимаешь их такими, какими они есть, но даешь определенные границы, то есть вы договариваетесь о правилах игры, либо ты просто с ними не работаешь, потому что человек уже, который находится на вершине, на самом прям вот пике своей карьеры, и который уже там в возрасте за там 23, 22 и так далее, он сформирован, практически тяжело. Если он прошел путь 5-7 лет,
профессионального киберспорта, там крайне сложно. И тут люди просто либо они могут вместе работать, либо нет. Вот. Это, мне кажется, что это такой очень тяжелый. Есть другой формат, и этого очень много, когда люди находят общие точки соприкосновения, и несмотря на многие разногласия, победы, совместные победы, которые у них есть, они являются сдерживающим фактором. И это позволяет им закрывать на многие вещи глаза, и они, вопреки всему, продолжают вместе побеждать. То есть это профессионализм. И в этом случае победы являются клеем. Есть только одна очень плохая, скажем так, черта у этого всего, что когда победы заканчиваются, их больше ничего не связывает, и чаще всего такие коллективы разлетаются на мелкие куски сразу же после того, как проходит череда побед и наступает кризис в несколько месяцев. А кризис неизбежен для любой команды. Как бы мы сильно не хотели, это часть жизненного процесса, ну и это то, в том числе, что нам нравится в киберспорте, именно вот этот фактор неожиданности, смены доминантов и так далее. Угу. Кость, ты вот сейчас все это говоришь с высоты именно опытного тренера, но, например, сейчас мы видим, что появляются на сцене молодые тренера, которые не имели какого-либо опыта вообще игрового. Например, там у Liquid есть тренер, который просто сходит с планшетом. Но он достаточно молодой, он нигде не играл. И у Юви, Gamer Legion на Бласовском мажоре был Юви, 20-летний тренер тоже. Из этого вытекает вопрос, можно ли сейчас вообще в принципе прийти в тренерство без какого... и стать успешным, да? Это главное. Без какого-либо игрового опыта. Профессионального или вообще в игре ничего не понимать? Вот я вот не знаю насчет... Смотри, давай, я понял, к чему ты. Опять же, Бладстата, Кости. Да. Давай хотя бы к этому придем, да? На канале Гамбит. Да, знаешь, сейчас по цитатам, все цитаты, короче, Кости Грува. Тогда надо предыдущий и последующий вопрос, чтобы из контекста не вырывать. Вот, нет, смотри, как раз Саша говорит, можно ли стать, вопрос сам, можно ли стать тренером без игрового опыта вообще. То есть не берем бэкграунд там какой-то спортивный, окей, там менеджмент там и так далее, окей, этот опыт есть. Вот именно стать крутым тренером, не имея вообще опыта побед там как профессиональный игрок. Тоже лет 7 назад, да, где-то? Да. 2018 год. Ты сказал, что ты... Тренер должен быть с определенным опытом, с опытом побед, и в прошлом должен быть профессиональным игроком. Да, хорошо. Сейчас чуть-чуть поменялось, я поясню, почему. Тогда, что я имел в виду, в первую очередь, следующее. Тогда структура была достаточно простая. Коллектив состоял 5 игроков, 1 тренер. Именно в CSGO мы не берем другие дисциплины, там, допустим, League of Legends, а именно в CSGO структура была максимально проста. Роль тренера была крайне важной, и чтобы игроки пошли за тобой, чтобы они доверяли тебе, требовалось именно иметь опыт, чтобы ты мог в любом практически споре отстоять истину, чтобы тебе не могли возразить, переубедить. Ты должен быть авторитетом. За неимением побед в прошлом или за неимением какого-то игрового, хорошо, пусть безрезультативного, но приличного игрового опыта, это было сделать крайне сложно. Тогда тебя игроки просто сжирали. Вот. Поэтому я тогда был такого мнения. Сейчас структура сильно усложнилась. Теперь практически в любом коллективе мы видим, есть тренер, есть ассистент тренера, или аналитик, или ассистент и аналитик, есть психолог. И функционал теперь, он уже не сконцентрирован в одной личности. На одном человеке не лежат все эти обязанности, а на нескольких. И такая модель позволяет, например, эксперта в области КСа на позиции иметь на позиции аналитика или тренера, чтобы он отвечал за игровые моменты. А человека уже в роли там, мотиватора, в роли хорошего управленца, который бы выстраивал все процессы, иметь на тренере. Вполне себе я вижу, что такой вариант возможен. Как бы, это рабочая модель, просто
На паузах он будет говорить чуть-чуть другие вещи, не связанные с игрой. И это тоже неплохо. Просто в этом концепте очень важна становится роль капитана. Капитан уже не может быть неопытным. Капитан уже должен быть более самостоятельной единицей, и тогда на его плечи целиком и полностью ложится построение игрового процесса, построение игры. Вот. Так что да, сейчас такое более возможно. Знаешь, я могу немножко поспорить? Да, конечно. Вот как раз по поводу модели, где, по факту мы приходим к тому, что в целом тренер может быть... Но я не за эту модель. Да, я говорю, что теоретически, вот если мы рассуждаем... Она просто имеет место быть. Она может быть, но я назвал условия очень важные. Для этого нужен очень сильный капитан, опытный, и он занимается построением игры. Тренер уже занимается несколько другим. Он занимается здоровой атмосферой в коллективе. То есть он такой, как наставник, психолог, мотиватор. Он следит за процессами, за всеми. Он такой, как хороший управленец в компании. Вот такое вполне себе возможно. И даже если мы берем и смотрим на реальный спорт, есть примеры, как минимум, очень крутых тренеров. Там мне плавание и футбол сразу на ум приходят. Мауриньо, мне приходит тренер Майкла Фелпса. Когда тренер не имеет каких-то достижений в профессиональном футболе или там в профессиональном плавании, но при этом он имеет невероятные победы, рекорды в качестве тренера. Вот такие примеры есть. Почему бы и нет? Пока у нас мы все-таки, я думаю, применимо к КСу. Это не самый лучший формат, но... Ну вот как раз просто к чему я это все вел тоже, почему об этом подумал, потому что когда смотришь игры, топовых турниров, понятное дело, стоит за спиной тренер. Опять же, я всегда тоже, мы с Сашей, когда вот снимаем что-то, мы всегда проводим аналогии там с футболом, с традиционным видом спорта, это логично. И часто такое бывает, когда команда прям откровенно плывет, либо отдельный какой-то игрок плывет. Прям это видно, и видно это только, к сожалению, тренеру за спиной. То есть капитан, как бы он, каким бы крутым он ни был, он все равно, так же, как тренер, не может видеть картину со стороны, как мне кажется. И вот вопрос. Считаешь ли ты, что тренер именно чемпионская модель, это когда тренер шарит? Это когда тренер шарит и может за спиной в паузе тактически помочь. Да, конечно. Правда, этих 30 секунд, там, честно говоря, не сильно развернешься. Знаешь, поменять может в моменте роль. Вот, знаешь, бывает такое, когда вот стоит опорник, неважно, на какой карте, неважно, какой опорник, да, но ты понимаешь, что он прям потерялся. Он прям чувствует, что он потерялся. И зрителям, опять же, там на Твиче, кто смотрит, им все это прекрасно видно. Но вот в такой момент мне такое ощущение, что даже капитану это может быть не видно, потому что капитану это, скорее всего, не видно. То, что зрителям видно, это не всегда очевидно. Объясню, почему есть понятие геймплана, как минимум. Это, возможно, общее командное решение. Так ему сказали играть. Это не от него идет. Он выполняет четкие инструкции. И именно это позволяет держать общую картину. Мы видим, как один проседает, но это часть плана. Мы отдаем его в жертву, возможно, осознанно. Мы знаем, где наше слабое звено, где наша слабая точка, но при этом делаем ставку, что они будут больше атаковать. Какую-то логику пытаемся прочитать. Мы можем не угадать. Или мы можем со своей логикой просчитаться и быть слишком уверены в силах этого игрока. Он не сдержал этот натиск. Там без тимспика, без предматчевого обсуждения, вот этого подготовительного процесса, тяжело, скажем так, выступать судьей. Так же, как в суде. Мы видим только одну часть картины, причем вообще настолько малую. Если бы хотя бы мы слышали тимспик, тогда ладно, тогда можно о чем-то говорить. А без тимспика это вообще, это просто мы бедного этого игрока линчуем вообще. Почему-то сразу Magic вспомнился, которого сейчас все, скажем так, критикуют, да, и последний раунд Falcons на ковра, когда он стоял в пикселе с молотом. Есть где-то объективные вещи. Еще есть такой фактор, когда игрок теряется из-за того, что просто хаос в тимспике. И это не конкретно он теряется. В целом команда, она не чувствует почвы под ногами.
она много суетит, ненужная информация, идет переколивание. И получается какой эффект? Мы не слышим вот этот вот именно настрой, насколько они чувствуют матч, насколько они в игре, насколько они сфокусированы. Заходит, например, начинается заход на какую-то точку. И вот мы видим этого бедного, обескураженного игрока, у которого каша в голове, не потому что он плохо играет, а потому что в целом команда находится в таком шатком положении. Ну и нащупав слабое звено, как думает противник, они начинают давить. Ну и в итоге у нас есть козел отпущения, на которого мы спускаем все. Да, я видел этот момент. Да, у меня вопросы есть по нему. Конечно, так нельзя отыгрывать. Но, опять-таки, еще именно если мы берем матчи, которые особенно на сцене со зрителями, бывают моменты, когда плохо слышно. Ты можешь не услышать тиммейта, что он тебе сказал. Протопы, вот всякие такие мелкие какие-то вещи, вот, тебя могут отвлечь, или ты неправильно информацию воспринял, неправильно отыграл, и все, вот эта вот ошибка, она приводит к тому, что когда они там высыпают на плент, это уже не ретейкается, ну и все, и раунд, ты виновник всего. Вот, поэтому, ну, я говорю, тяжело. Я бы так однозначно не давал оценку, но момент, да. Это так, я неприятно просто было. вспомнил, чтобы я просто... Вот ты говорил именно по тейкам, да, что мы не знаем полной картины, что в тимспике. Я просто Конечно. это Ты как вспомнил. тренер Костя как тренер Да, пытается защитить максимально задача, игрока, да, но я говорю, тут Вот. именно... Но, конечно, тренеру виднее, ты правильно абсолютно говоришь, капитан не видит, он сконцентрирован на том, что он вспоминает, какой у нас был геймплан. да. Дальше он пытается, его надо менять. Очевидно, что он не будет работать на протяжении всего матча. Он пытается прочитать логику того капитана. Он пытается поймать момент какой-то, где-то подбодрить игроков. На капитане в этот момент лежит такая ответственность и такой объем там, заданий, что это нереально. Да. Конечно, он не видит. Вот. Но и тренер тоже не всегда может видеть всех пятерых. Объясню. Потому что, чтобы стоять, ты либо ходишь от одного к другому, ты можешь уйти от того игрока, и этот, к нему начался выход, и ты не увидел какой-то очевидный провал от игрока. Пошел туда. Если ты стоишь по центру, вопрос у всех разное зрение, дальше ты все равно концентрируешься чаще всего на центре атаки. Ты смотришь за капитаном, слушаешь, ага, а что же капитан? Правильно, верны ли его колы? Насколько мы хорошо адаптируемся под игру противника? Отклонились ли мы от курса? Потому что в турнирных матчах это вообще частая картина, когда команда договорилась об одном, и потом она игнорирует свои же договоренности. Очень много моментов, и даже тренер мелкую вещь одного игрока, вот каждого уследить, это не так, скажем так, легко сделать, но тренеру легче всего из всех. Такой вопрос, опять в тренерстве немного как раз-таки по теме. Почему Valve стабильно уже на протяжении многих лет стараются вырезать эту роль? Почему они считают, что игра Counter-Strike — это игра 5 человек на сервере, запретила, насколько я помню, вообще тренерам говорить во время игры, потом что там еще Да было? все запретили, вообще все. Порезали эту роль. С чем ты это связываешь, и как это, в принципе, может влиять на развитие сцены? Хороший вопрос к Valve был бы, Ну, а не ко мне, не потому Костя. что я сам до конца не понимаю, почему они так делают. У Valve единственное, что вот мне не нравится, это разница подхода. Есть, очевидно, турнир, на который ориентируются все. Это мейджор. Мгм. Тот стандарт, который на мейджоре, по идее, он должен быть на всех соревнованиях абсолютно. Чего нет на мейджоре? Есть роль тренера, все хорошо, но они полностью вырезают роль менеджера. Об этом практически не говорится, но менеджеру не оплачивается поездка на турнир. Менеджер не допускается во многие зоны. И фактически менеджер не может полноценно выполнять свои обязанности. Команды, которые привыкают в течение сезона к одному формату, более правильному формату, они не могут функционировать полноценно на этих турнирах. Роль тренера
чуть шире представлено уже. Valve, он тренер в заявках, Valve оплачивает ему поездку, он стоит за спиной, но тоже не на все 100%, как это, если мы смотрим на турнирах. С чем я могу это связать? Это мои догадки. Возможно, Valve опасаются прецедентов нечестной игры. Что тренер как-то может сказать чуть больше лишнего, как-то подсказывать, что есть, ну, допустим, похлопывание может быть неким жестом или неким знаком. Лишние слова могут быть тоже определенной подсказкой. Что менеджер, который находится очень близко в определенный момент, может как-то повлиять на результат и стать частью там, нечестной игры. Это мои догадки. Я как бы могу строить предположения. Позицию Valve четкую на этот счет, к сожалению, я не знаю. Вот. Но это мои такие попытки, скажем так, как-то понять их логику. Здесь одно является важным. Если мы имеем какой-то формат, хотелось бы, чтобы этот формат был единым. Ну, очевидно, что без менеджеров, когда менеджер, это лучше, конечно, у менеджеров спросить, но их исключают вообще из очень многих процессов, вплоть до организации самой поездки. То есть, что является, ну, как-то абсолютно мне непонятным. Вот. С чем это связано, это лучше спрашивать у Valve. Вот. Ждем ответа. Да, ждем ответа. Это знаешь, как я вспомнил историю, когда Костя говорит про то, что, возможно, тренер может сказать что-то большего. Вспоминая историю овердрайва, когда он рассказывал на чемпах там 2002 года, был мобильник в кармане, сидел чувак за спиной другой команды, если звонит, то, а если смс-ка, то Б. Ну вот банально такие могут же быть какие-то знаки, и как мы можем быть уверены, то есть если люди умудрялись читерить на лане. Вот, слушай, извини, перебью. Вот вопрос, честно, ты веришь в то, что вот на крупных чемпах, прям на ультракрупных чемпах допускается вот что-то подобное? Что вот какие-то знаки... На ланах? Да. Вот если вот Не, сцена... ну аудитория же подсказывает. Нет, это из очевидного. Это из очевидного, да. Вот если не из очевидного. Из неочевидного. Мы сидели на мажоре в Шанхае в первом ряду. Угу. И Коля просто так решил разбавить атмосферу, сказал, а вот представь, если у кого-то сейчас из игроков, ну, микронаушник, мы сидим в зале, и мы просто там, не знаю, это там ковры выходят. Ну да, типа глобально. такого. Ну, этого исключать нельзя, но по идее сейчас уже почти на всех турнирах добавили металлоискатель. Да. Вот. Тут вопрос уже, это мы с вами гипотетически рассуждаем. Ну да, это чисто... Могут ли быть материалы, которые не будут засечены металлодетектором и так далее? Не знаю ответ на этот вопрос, честно. Но фантазия здесь может уходить далеко, и наверняка такие прецеденты есть. Здесь уже срабатывает другой момент. Репутация зарабатывается годами, десятилетиями, и потерять ее можно раз и навсегда. Тут уже вопрос чести, достоинства, репутации. Каждый для себя определяет, где эта грань. Ну, в онлайне уж точно. Бескрайнее море, поэтому тут... Болото, а не море. Да, будем честны. За модели 6 игроков будущее, а лучше вообще из 10. Ты сказал в интервью Овердрайву, мы там сидели с Акселем Широ. Сейчас эта ситуация, ты вообще пересмотрел это как-то, потому что Valve, опять же, порезали, убирают очки за замены. Но мы помним вот эту эру, когда и в Нави началось вот эту перестановку наш просто 6 игроков, а ты вообще говоришь из 10. И все такие, вау, из 10? Ну, я бы, наверное, так сказал, что 6 — это все-таки такой недовариант. 10 игроков — это идеально. Почему я так считаю? Смотрим на опыт традиционных видов спорта. Для того, чтобы раскрыть потенциал всех игроков, для того, чтобы создать максимально конкурентную среду, каждый игрок должен понимать, что есть моментальная замена. Не где-то гипотетическая в конце сезона, через месяц, через 2, через 3. Игрок должен понимать, это его будет мотивировать становиться все лучше и лучше. С другой стороны, для клуба это выступает островком такой стабильности, когда клуб уверен в том, что бы ни случилось, у нас есть всегда замена, там, частичная или полноценная этому составу. И когда тренер
понимает, что у него, как один из главных инструментов, в кармане есть возможность заменить того или иного игрока. Но, к сожалению, этого не случилось. Эта идея у меня была еще в 2007-2008 году. Почему это невозможно пока? Первое. Финансовая составляющая. В 2 раза, не в 2 раза, но прилично больше затрат. Потому что если ты хочешь, чтобы у тебя была реальная замена, надо иметь полноценный состав, еще один. Снова тренер, снова нужны какие-то буткемпы, поездки. В любом случае они должны быть хоть как-то в приближенных условиях тренироваться. Невозможно одному составу ездить на крутые ланы, а второму сидеть в онлайне, не выезжать на буткемпы, вообще не ездить на лан-турниры и потом достойно заменить хотя бы там 1-2 игроков из этого второго состава. Это просто невозможно. По сути, это активная модель академок. Сейчас к этому пришли, вот так полноценно только Team Spirit. Вот у них прям четкое есть видение, у них есть отработанная уже схема, вот они ушли в 4 состава. Вот здесь, видно, это пока единственный пример такой полноценной, похожей модели. И то существует финансовое ограничение со стороны клуба. Дальше есть другая сторона конфликта. Это турнирные операторы и Valve, которые, в принципе, не дают под одним брендом выступать многим командам на крупных соревнованиях. Частично это решаемый вопрос. Одни играют на более сильных, другие на более слабых турнирах. Но есть другая, третья сторона. Это игроки и их амбиции. И зачастую игрок не готов идти в карьеру игрока, отдавая себе отчет. У меня нет возможности пройти на мажор, например. Или я не хочу играть во второй команде, пусть будет послабее, но первая команда. Это уже, наверное, вопрос правил, которые мы имеем на рынке. И вот пока все эти 3 фактора, они не сойдутся, финансовая составляющая, глобальные правила, действующие на турнирах, и само по себе восприятие игроками, если игрок поймет, что просто это часть, вот это одна из ступеней в его карьере, абсолютно привычная. Потому что сейчас это что-то такое, на что не все готовы пойти, и не все принимают такой путь развития. Многих не позволяет иногда собственное эго, иногда амбиции, они не позволяют увидеть в этом движение, они однозначно выбирают такой путь. Вот поэтому пока эти 3 фактора мы не исключим, наверное, не будет. А так, конечно, формат 10, 15, 20 игроков, он идеален, когда у тебя есть четкий процесс, и ты не так сильно подвержен вот этим колебаниям в трансферные окна, когда просто состав какой-то проваливается. Потому что если мы посмотрим на рынок, возьмем пример Falcons. Есть ли у них финансовые сложности? Я не думаю. Я примерно понимаю их бюджеты, но у них на борту самый титулованный тренер мира. У них в активе очень много возможностей финансовых, и в том числе административные ресурсы. То есть клуб обладает невероятными возможностями. Далее, у них крутой психолог, который приводил к чемпионству на мажорах. И даже имея в активе настолько крутую инфраструктуру, им было сложно собрать состав мечты. К чему я веду? Что не всегда даже деньги и кадры способны, имея желание, имея возможности, не всегда они способны собрать крутой состав. Им потребовалось, уже прошло почти 2 года будет скоро, потому что Falcons собирали где-то с сентября, с октября. Там французы были еще. Ой, там состав, да итераций было миллион. Нет, я имею в виду, или когда... новый уже. Да, потому что когда были французы, организация
не включалось на полную мощность. Тогда еще не было Зоника. Я считаю, вот точкой отсчета это где-то был октябрь 2023 года. Это вот то, когда они начали именно процесс формирования вот этой реструктуризации, и они начали с нуля формировать клуб. Уже есть Маджиск, чемпион мажора, уже был Зоник, самый титулованный тренер, был уже психолог, уже были абсолютно другого порядка бюджеты, и даже имея все это в активе, им было крайне сложно, почти 2 года прошло, они только подходят к завершению формирования своего состава. Это такой хороший наглядный пример, как говорящий нам о том, не то, что нет, у них экспертизы хватает. Не всегда то, что хочет клуб, то, что хотят игроки, реализуемо. Потому что по ту сторону есть еще другой клуб, который подписал там контракт с интересующим тебя игроком. Есть интересы игрока, ну и так далее и тому подобное. Очень много факторов. Вот. И с этой точки зрения я и говорю, модель из 2, 3, 4 команд на базе одного киберспортивного клуба, она дает тебе чуть больше уверенности и стабильности, больше маневренности. Ты не так уже сильно зависим от внешних факторов. Тебя не могут там блокировать твои конкуренты. Вот с этой точки зрения и для инвесторов, и для владельцев клуба, и для самих игроков в том числе. Многие забывают, но стабильность и постоянное развитие непрерывное важно и для самих игроков. Да, они чуть-чуть потеряют в этой, скажем так, в свободе и в значимости. Но если ты хочешь побеждать, если ты готов много работать, ты не боишься конкуренции, то это, наверное, такой максимально эффективный путь, который обезопасит всех. Это будущее на многие годы для каждого участника процесса. Ну, знаешь, к сожалению, вот, мне кажется, корень все равно проблемы заключается именно в том, что вот именно не хватает финансов, и если посмотреть на опыт других дисциплин, да, когда есть какая-то франшиза, там, опять же, там, создатель игры, неважно, покрывает какие-то расходы зарплатные, ну, то есть как держать 10 игроков? То есть вот в сегодняшних реалиях как будто это, мне кажется, вообще невозможно. Хотя если вот так пофантазировать, сколько у нас сейчас турниров, много, да, я там второй состав Spirit отправил на PGL играть, а первый состав у нас едет по ESL, а иногда у нас может быть еще там на StarLadder какой-нибудь состав. Как будто круто было бы на самом деле вот такое видеть в будущем. Да, согласен. Ну, к этому, может быть, придем. Я очень надеюсь. Вот я ненавижу такое количество турниров. Либо, может быть, поделить на категории. Есть возрастные категории, когда... Ну да. Это да. тоже как вариант. Тогда будут видеть молодые игроки перспективы для себя, что на период своего становления они могут полностью, без каких-либо там подводных камней, они могут полностью себя посвятить и тому, чтобы развиваться в рамках второй команды. Это не будет чем-то зазорным, и это будет хорошим трамплином для будущего. Если это станет частью рынка. Да. Но пока... Флейми в Нави Junior, помнишь? Ну, там был трамплин, к сожалению, не туда. У нас есть выпуск Флейми, вы можете посмотреть, если будет интересно. Давай дальше. Бесспорно, вот я считаю, что у Gambit была онлайн-эра, и это подтверждаешь ты, и вообще многие аналитики, и с этим тяжело поспорить. Но с переходом в танк Cloud9, первая литерация состава, вторая литерация состава, ожидания у комьюнити были настолько высокими, и они не оправдались в итоге. В принципе, как ты связываешь вот эти вот... два фактора. Почему не получилось начать продлить даже вот эту эру, которую вы заложили онлайнеру в Gambit на состав Cloud9 в первой литерации, второй литерации, про третью я попозже чуть поговорим. Вот так. Наверное, в первую очередь отсутствие опыта лан-турниров. Что позволило нам в период онлайн-эры, оно, скажем так, сократило вот этот вот разрыв между нами и многими командами. Ни в коем случае я не хочу занизить заслуги игроков. Я изо дня в день видел, сколько мы работали, и все те победы были абсолютно заслуженными. Там не было никакого фактора везения. То, сколько ребята посвящали игре,
то количество аспектов, над которыми мы работали, то желание, рвение, которое мы показывали, и мы каждый турнир, после каждого абсолютно там выигранного турнира или там проигранного финала, мы себе снова ставили высокую отметку и обнулялись. У нас очень много было разговоров на эту тему, что все заново. Начинаем новый поход. Вот. Но при этом я понимаю, что это был такой, 10-20% буст для нас, дополнительный фактор X, когда мы не нервничаем так сильно, и между нами уже нет этой разницы в опыте в плане выступлений на сцене. Потому что когда мы приехали на LAN-турниры, я не могу сказать то, что, знаете, вот тут говорят там термин онлайн-эра. Для меня онлайнеры или онлайн-эра — это те люди, которые в онлайне, там они топ-1 мира, а на лане они топ-30 там или топ-50. У нас было не так. Если мы вспоминаем наши выступления, то по результатам 21 год, то, что мы участвовали на лане, играли. Мы на мажоре заняли 3 место. Это был лан. Мы поехали в Кёльн, это первый наш лан. Мы заняли 5-6 место. Да, это не то, что мы хотели. Вот там как раз-таки сказалась эта нехватка опыта. По результатам, первая половина года мы провели в онлайне, доминировали. Вторая половина года мы провели на лане. Я сейчас не вспомню, но, кажется, средний наш рейтинг был, мы вторая команда мира, по-моему. Вот я сейчас могу ошибаться с точки зрения рейтинга. Вообще, годовой рейтинг для меня является некоторым таким показателем. Ты можешь выигрывать, проигрывать, где-то быть в середине, но он с точки зрения такой объективности, к нему могут быть вопросы, но он все равно покажет, как ты по году выступал. Вот, в 23-м году мы в 5 лучших команд мира. И ланов у нас уже было прилично. То есть, несмотря на... Нет, это я говорю, в 21-м году мы были второй командой мира, насколько я помню. В 22-м году мы были в 5. Вот. Это уже переход полностью. Мы уже играли очень много ланов. И было у нас. Мы там ESL Pro League 2 место занимаем, ESL Pro League 3 место, в Рио 3 и так далее. И на ланах были выступления. Почему так уже они не запоминаются? Потому что когда ты шаг за шагом только первые места, полгода у нас был турнир за турниром, первые места. Конечно, на фоне этого ни 3 место, ни 2, ни 4 не может удовлетворить ни зрителей, ни нас. Вот. Но вот это как раз-таки и сказывался фактор неопытности, отсутствие опыта игры на сцене. Никто, кроме «Хоббита», мы же должны объективно подходить, 4 игрока, для них, для всех, Gambit Youngsters была первая профессиональная команда в их карьере. Они не играли на стадионах, они не играли на зарубежных турнирах. Никогда до этой команды. Это был их первый опыт. Там Аксель ездил один раз, по-моему. С основным составом раньше всех. Вот. И то это опытом. То есть, когда у тебя так много молодых, неопытных игроков, хочешь, не хочешь, это будет сказываться, потому что есть фактор стресса, твои решения не настолько быстрые, ты начинаешь ошибаться, где-то ты чуть больше нервничаешь, давление, зрительский зал, очень много всяких моментов. Плюс уже мы прошли такой путь, уже появилась ответственность. Ты уже выступаешь не в роли андердога, ты выступаешь в роли фаворита. Ты первая команда мира. Это такое стечение обстоятельств, но при этом все равно я считаю, что мы выступали хорошо, исходя, вот если объективно мы возьмем все результаты. В онлайне мы так и продолжили побеждать. У нас там очень много турниров, мы там в онлайне продолжали те, которые были. А на лане турниры со средними командами, там мы в Венгрию съездили, выиграли. Как только турниры, где приезжала вся элита, мы уже 2 место, 3, 4. Уже нам там чуть тяжелее. Мы, вот 22 год, вот давайте, я говорю, мы пойдем. Мажор 3, Blast World Finals мы 2 заняли. Это 2 самых крупных, по сути, турнира. Это лан. Какие мы занимаем места? Мы в шаге от 1 места или в шаге от финала.
Мне кажется, что это отличный результат. Просто всегда хочется большего и только первое место. Вот. Поэтому я оцениваю вот так. Потом уже, да, там были у нас спады определенные, но даже при всем этом до CS2, если мы смотрим, то... И вообще, Там знаешь, обидно, что у нас до сих пор мы снимаем еще после каждого турнира выпуск, другая у нас программа есть, подводим итоги, грубо говоря, кто как выступил, и, соответственно, когда мы говорим там, вот есть тир-1 команды, Фурия, например, да, и нам люди говорят, смеются над нами, да, что Фурия топ-1, но, есть же команды после победителя тоже, они тоже топовые команды. И когда вот там команда стабильно занимает там, даже 3-4 место, как будто сейчас, в рамках вообще сейчас, даже с 2020 года такой конкуренции, как будто это вообще нормально. То есть, да, эру сделать сложно, но как будто, я говорю, есть вот футбольный клуб Барселона, есть футбольный клуб КамАЗ. Он же тоже спортивный футбольный клуб. Он тоже играет, какие-то места занимает. Но это уж совсем, конечно, это не сравнение Vitality Gambit ни в коем случае. Просто сам факт. И обидно, что вообще сама аудитория как бы не воспринимает никого, кроме победителя. Это частично такой бич современности. Все или ничего. В футболе такого нет. Наверное, возрастной ценз влияет очень сильно, потому что больше молодой аудитории, и сейчас все абсолютно, все самое лучшее, хотя большинство этих требований, ожиданий, они не имеют вообще ничего общего с реальностью. Это какой-то отрыв такой, скажем так, мы имеем результат цифровой пропаганды, определенного образа жизни, определенных ценностей. Зачастую они неправильные, но имеем, что имеем. Поэтому вот да, так. Плюс еще, может быть, какие-то амбиции у ребят, в том числе у зрителей. И это уже хорошо, что они хотят видеть только первое место, но надо уметь поддерживать своих, несмотря ни на что, даже когда спады. Это часть игрового процесса. Давай еще чуть-чуть быстренько по Cloud9 вопросам пробежимся, потому что они у нас были прописаны, и на самом деле это достаточно интересно. Это было не так давно. Поэтому у Cloud9 был такой диапазон, знаешь, от 0.3 на мейджоре до победы в Далласе, которая шла сразу же после мажора. И ты, в принципе, наверное, уже ответил отчасти на этот вопрос, что именно вот этот опыт того, что вы не играли на ланах, сыграл большую роль. Помимо этого, может быть, еще какие-то были проблемы? Или это основная такая проблема, которую ты пытался решить? Это основная проблема. И второй фактор. У каждой команды есть срок жизни. Есть вот эта вот фаза развития. И в нашем случае стартовая точка — это январь 2019 года, когда был сформирован состав. Если прям совсем брать, то это приход уже Акселя, это апрель 2019 года. Так вот, когда мы подошли к своему пику в 2021 году, это где-то апрель, наверное, месяц, мы уже выиграли Катовицу, мы еще какой-то турнир забрали, там DreamHack у нас, мы в финале, ESL Pro Лига была, DreamHack, в общем, у нас вторые, первые места, и мы занимаем первую строчку мирового рейтинга. К этому моменту команде уже 2 года. Зачастую у состава именно из одних и тех же игроков, как у личностей, срок совместной, плодотворной вот этой соревновательной деятельности, года 3. Может быть, 3,5. Мы можем смотреть на разные коллективы. Вот. И это вторая проблема, с которой мы столкнулись. То, что команда достигла определенной точки, когда изменения, они неизбежны. Ты не можешь уже дальше продолжать. Извини, перебью, а чем это определяется? То есть, как ты определяешь? Какие-то проблемы внутренние. Ты их решаешь, но есть иногда вещи, о которых не все игроки хотят говорить открыто. Конфликты между личностями. Далее, когда люди уже устают друг от друга, когда исчерпан ресурс этого коллектива, вот
с точки зрения вот 5 игроков. Все, мы исчерпали этот ресурс, и тогда необходимо просто изменение для того, чтобы спасти коллектив, для того, чтобы продолжать развитие. Какая-то новая кровь нужна. Вот. Мы одним составом, по сути, там только «Хоббит» приходил, но с 19-го года, то есть 19-й, 20-й, 21 год и до конца 22-го, то есть практически, получается, 4 года. Это очень длительный срок до первой замены, когда вот Интерс нас покинул. Это очень долго. Я считаю, то есть коллектив мог распасться гораздо раньше. Но мы смогли путем совместных усилий, каждый абсолютно игрок принимал в этом участие, мы смогли проработать так долго, и я считаю, очень плодотворно, потому что то первое место в мировом рейтинге, которое мы удерживали несколько лет, это уникальное явление, и этому не удалось ни одной полностью команды из академки, куда бы пришел только один опытный игрок. 4 игрока одной академки, 4 воспитанника одного клуба с нуля, собравшись, будучи полностью зелеными, приходят и несколько недель показывают такой результат, и дальше продолжают доказывать, что это была не случайность и закономерность. Поэтому для меня вообще этот период Gambit, Youngsters, Gambit, Cloud9 для меня вот более чем 20-летний опыт. Это одна из моих самых любимых команд, и все эти ребята, как бы самые теплые эмоции, мы добились невероятных успехов с самого дна до самой вершины, не потеряв лицо. Как бы это очень важно. И максимально, я говорю, почти 4 года мы смогли проработать вместе, и это дорогого стоит, потому что многие коллективы распадаются гораздо раньше, имея внутренние проблемы, а они неизбежны, к сожалению. Начали говорить про замены. Давай быстро перебежимся про замену в Cloud9. Кто стоял за... Пошла жара. Кто стоял за приглашением бустеров в команду? Вот ты говорил, нужна была встряска какая-то, цикл закончился. Несколько... Да, это был конец сезона. У нас было несколько кандидатур. 2 я могу точно озвучить. Это Бустер и Форестер. Вот. Это были, как, наверное, 2 главных кандидата. Были еще другие кандидатуры. Обсуждали мы, в принципе, вместе. Как бы больше всего мы с Ваней отсматривали демки ребят. У нас были тесты. То есть мы реально посмотрели, сделали запросы в их клубы, посмотрели уровень ребят. Понятно, что тяжело сделать какие-то стопроцентные выводы по 1-2 дням праков, но, тем не менее, ты понимаешь, в TeamSpeak примерно уровень общения, коммуникации, понимания, там, скорость принятия решений, в целом там, техника какая у игрока, стрельба и так далее. Вот. И просто по итогу этих трайаутов выбор пал на Бустера. Это было совместное решение, коллективное. Просто каждый под своим углом смотрел. Предложил «Хоббит»? Нет? Я сейчас не помню, честно. Это я не буду... Просто что они вместе играли, я подумал сначала. Нет, это было вполне очевидное решение. Игрок с колоссальным опытом, игрок сидит на скамье запасных, он нам в целом там подходил по ролям, поэтому как бы тут не было чего-то. Да, большой был перерыв, и Тимуру было на первом этапе сложно, потому что более полугода прошло, но он большой молодец, и он много прикладывал усилий и тренировался для того, чтобы максимально быстро вернуть форму. Санек, следующий вопрос, наверное, самый важный. Что такое? По поводу, почему именно вот когда ушел Шира, не стали искать АВП? Мы искали. Не совсем все так. А вот теперь, если мы с вами вернемся к моему ответу про Falcons, не всегда то, что мы хотим, можно реализовать. Мы должны понимать очень важную вещь. Шира покинул Cloud9 в октябре. Это самый разгар сезона. Остаются суперважные турниры, на которые уже раздали инвайты, и до конца сезона никто не отпустит игроков. И дальше был определенный тайминг, когда ты должен заявиться на мажор,
до, там, я не помню, в декабре до какого-то числа. То есть ты попадаешь в такой определенный вакуум временной, где у тебя и с одной стороны плохо, и с другой стороны плохо. И ты вот оказываешься в этой спешке, ты должен взять 5-го игрока, но при этом у тебя не так много времени, потому что надо заявлять состав на мажор. Вот. Ну и, соответственно, не всегда клубы... Как бы мелькала информация по поводу вот SEO G2 в интервью по поводу Monacy. Вот. Могло все сложиться несколько иначе. Ну, как бы все сложилось так, как есть. Это жизнь, ее не переписать. Если вы думаете, то, что мы не думали о снайпере и не искали никакие кандидатуры, ну, это как минимум... Смотри, наверное, знаешь, глупо было бы с да, нашей у меня стороны. вопрос именно, знаешь, заключается в том, что я вот честно не помню, вы меня можете поправить, но, по-моему, вот каких-то прям заявлений со стороны Cloud9, тебя, допустим, вот я не припомню, чтобы они были. Вот такого рода, что, ребят, типа, мы искали, мы очень пытались, но не получилось. Зато с моей стороны было другое заявление, когда меня спрашивали, тут опять надо правильно интерпретировать, когда меня спрашивали, а что ты считаешь главной проблемой? Вы ведь проигрываете из-за АВП. Ну, то есть меня подводят к вопросу, где дают мне ответ, которому я должен кивнуть. И когда меня спрашивают термин «главная проблема», нет, я не считал на тот момент главной проблемой. Была ли это проблема? Конечно, проблема. Невозможно играть в эту игру без снайпера. Это просто нельзя делать. Короче, вопрос интерпретирован просто неправильно. Обычно был к тебе. Когда пытаются меня подвести и за меня дать ответ, ну, как бы нет, я не согласен с этим ответом, потому что я изнутри, и мы как команда, мы видим, что мы можем показывать более высокий результат. И вот что-то приближенное к правде мы показали на мейджоре. Когда уже мы были... Хотел добавить, что меня очень удивило и порадовало, как на РМР вы обыграли Vitality 3-0, а потом на том же мажоре, к сожалению, да, получилась обратная ситуация. Да. Вот, возможно, да. Ну, мы показали какие-то определенные вещи, они это учли, как команда высокого класса. А когда они нам показали новую игру, мы не смогли вовремя адаптироваться и вернуться в этот матч. Вот. И мы без снайпера, имея на тот момент высококонкурентную сцену, мы круто отыгрываем и РМР, и мажор. И мы выходим в плей-офф. Но, если я не ошибаюсь, там везде было 3-0. Были закрытые квалы к РМР 3-0, РМР 3-0, первая стадия мажора 3-0. Мы шли очень круто, и там было много команд из первого эшелона. Нельзя сказать, там были и Vitality, и Na'Vi, и G2. Мы все эти команды обыграли на своем пути, не имея снайпера, выступая против топ-5. Был и Monacy, и у кого только не было. Мы их обыгрывали. Поэтому я еще раз повторюсь, это не главная проблема. У нас были проблемы, я не буду выносить этот ссор из избы, были проблемы, их хватало, мы понимали эти проблемы. Так вот, если мы вернемся в период, когда принимали мы решения, нам надо было по сути, два игрока, два типа. Первая роль — это капитан, вторая роль, потому что Элик тогда сложил с себя обязанности капитана. В какой-то момент был Хоббит капитаном. Вот. Нам нужен был и снайпер, и капитан. Это ужасное чувство, конечно. Вот. И снайпера нам не удалось заполучить в самом разгаре сезона. Мы понимали, что не получается. Тогда второй вопрос, вполне логичный возник. Тогда давайте доберем капитана. И, кстати говоря, Кирюха взял на себя, в том числе, ответственность быть снайпером. На мой взгляд, для человека, который не снайпер, он очень круто справился с этой обязанностью. И он даже скучал, когда у него забрали эту роль. С приходом Айси он даже скучал. Ему реально это нравилось. У него был свой стиль, и у него действительно это получалось. Мы... Особенно оверпас. И было жалко, когда убрали оверпас. Да. Реально он круто, это я без всяких сейчас говорю. Он хорошо понимал, как надо двигаться снайперу, он хорошо попадал как снайпер. И на этой карте мы не чувствовали вообще какого-то дискомфорта, особенно играя за защиту.
Вот. Хотя обычно у снайпера все-таки, знаешь, майндсет какой-то, вот он формируется много-много лет, а тут Бубыч, который с АВП не играл. Но я помню, что у него статистика была нормальная. У тебя сложилась достаточно такая, знаешь, продолжительная карьера в Cloud9. Да. И многие инфлюенсеры, которые достаточно эпатажно себя ведут, да, высказывались не лучшим образом. Например, там Райс говорит, что ты будешь сидеть на скамейке или не на скамейке за спинами вообще до конца. Вечно. Да, вечно. Вот. Это тебя как-то аффектило? Как-то это было каким-то шумом для тебя? Или ты уже достаточно сталкивался с критикой, чтобы как-то... Ты хорошую фразу сказал, эпатажный. Я отношусь к подобного рода высказываниям с иронией, как это подобает относиться к развлекательному контенту. Касаемо именно вот этого высказывания, что я хотел бы сказать, есть другая сторона медали. Сам владелец Джек Этьен говорил то, что там, типа, у меня очень хорошие отношения с Грувом, я хотел бы, чтобы он долго работал в Cloud9 и так далее и тому подобное. Я это для себя расцениваю как уважение и огромное доверие, которое я реально ценю и которое для меня значит очень много. Когда клуб, когда его совладелец, его основатель тебе доверяет настолько сильно, когда он верит в тебя настолько сильно, мне кажется, что это дорогого стоит. И про доверие, опять же, тебе доверяли много, как ты уже успел отметить, да, разные роли. И как раз вот период, в принципе, по составам ПКС так прошлись, с 9 по 17, наверное, где-то так, тебе доверили не только состав ПКС, да, но еще и ЛОЛ. Вот. Интересно, как получилось... Вот про ЛОЛ ты сказал немного, но интересно, выступал ли ты все-таки немножко хотя бы тренером этого состава? Да, немножко, да. Я не играл в ЛОЛ, честно скажу, первые 1,5 года. Ни разу не заходил в игру. Дальше, если мы берем именно мою роль, она такая была многофункциональная. И менеджер, и тренер, наставник, психолог, всего было по чуть-чуть. С точки зрения тренерства, у меня был большой опыт в КС 1.6. ЛОЛ тоже 5/5. Да, суть игры другая. Но вот эти определенные механики тренировочные в виде построения процесса, сколько должна занимать индивидуальная подготовка, сколько обсуждения, дальше подготовка к соревнованиям, какой должен быть график, как мы готовимся к турнирам, дисциплина, там, визуализации, обсуждения, разборы. Все эти методы, которые позволяют команду поднимать день за днем на новый уровень, все абсолютно эти методы, отношение к противникам, отношение к тренировочным матчам и так далее и тому подобное, привнесение всяких новых каких-то безбашенных идей. Все это я из КС принес в ЛОЛ. И все это работало. Да, я не мог игрокам как-то помочь с точки зрения, допустим, как в КС. Я не могу там, игрока подготовить и вывести абсолютно на новый уровень понимания того, как ему стоять на линии, да? Как ему технику поставить. Нет. Но с точки зрения макро, мы смотрели реплеи, какие-то вещи. Ну, а драфты, к примеру? Нет, драфты тоже нет. Нет. В этом я понимал, допустим, когда мы выходили к определенному турниру, я понимал, какие у нас самые сильные могут быть пики, и какие наши обязательные баны. Там мы это могли обсудить. Я мог направить и говорил, что, ребят, ну вот винрейт, вот здесь будет просто баснословный, это неудобный персонаж, так что для них это будет супер неудобно. Давайте, пожалуйста, мы вот его будем держать в голове. Какие-то мелкие вещи. Но все равно я к тому, что участие. Я понимаю, что низкий уровень, да, я понимаю, к чему ты клонишь. Но, например, там вещи какие-то, что мы сейчас отрабатываем full-time агрессию. Просто мы учимся коммуникацию выстраивать, чтобы у нас не было флуда. Это бич вообще любой командной дисциплины, когда банально, да, и сейчас, когда просто каша стоит в эфире, и это, 10-20% успеха, честно говоря. Это я мог понять. То есть я понимал, что происходит. Да, мне не хватало игровых знаний каких-то, но
как бы там, где я знал, я включался, а на территорию мне неизвестную я просто уже отдавал это полностью. Там уже ответственность игрокам, как бы знаний там хватало ребятам с Ну, лихвой. да, состав там Вот. был мощный. У нас категория И общих это, кстати вопросов. говоря, Да. тоже одна из немногих команд, которая навсегда в моем сердце. Это был очень крутой период. Мы сильно сдружились и проводили друг с другом очень много времени. Мы тогда жили в Германии 2 года практически вместе. И вот в тот период было в среднем там 40-50 поездок за границу в год. Ну и вообще Это было почти видно, еще все было слово. видно, что... Ну, там интервью смотрел как раз с тобой. Видно было, что когда ты начал смотреть за игрой, тебя поставили на эту как роль, должность, неважно, что ты в игру влюбился в какой-то степени, не Вот, знаю. нет, искренне у меня и с Riot Games самые теплые отношения, и я высоко ценю их профессионализм до сих пор. Вот. И то комьюнити лолерское, насколько оно доброе, открытое, отзывчивое, как бы для меня лол, пусть сейчас я не вовлечен, но лол — это отдельная страница в моей жизни. Мы выиграли очень много, мы делали невероятные вещи, первые победы над корейцами, которые считались непобедимыми, тот же Катовица, там случай этот «Я с ремнем», много мемов. У нас... Это для другого подкаста. Да, мы жили этим очень много времени. Все абсолютно разные, с разных городов были ребята, но в итоге вот эти 2,5 года это были очень крутым временем, супер результативным и очень душевным. Таких команд, я говорю, может быть, 2-3 за всю свою карьеру смогу назвать, и это вот как раз одна из немногих, которая запомнится, мне навсегда. Давай перейдем, опять же, продолжая наши общие вопросы, фильм на игре, где ты выступал в роли консультанта, ты неоднократно об этом говорил. И интересно чуть поподробнее, кратко, но поподробнее вообще, что означает роль консультанта, что он делал и чем помогал? Консультирование заключалось в следующем. Первое. Я работал с режиссером в непосредственном контакте по сценарию. То есть я редактировал диалоги, чтобы это было максимально похоже на геймерский сленг. Редактировал определенные сцены. Это первая часть была моей работы, работа над сценарием. Не все мои правки и пожелания были приняты, но большая часть была услышана, и я этому рад. Помнишь, извини, перебью, помнишь, что не приняли, к примеру? Что-то такое, может быть... Честно, это 2007 год был. 20 лет почти прошло. У меня до сих пор лежат черновики дома. Конечно, в этом, если подготовиться, наверное, я скажу, но сейчас так сразу не назову. Вторая часть, это была работа с актерами на съемочной площадке и за ее пределами. Я их реально тренировал. Они приезжали ко мне в игровой центр, где мы тренировались как Virtus.pro, и вот вся молодежь, которая в фильме фигурирует, все, кто фигурирует как геймеры, я их тренировал КСу, объяснял им, что значит тот или иной термин, как правильно говорить. Они реально играли, чтобы они не смотрелись... актеры были вообще, то есть они даже не знали. Кто-то чуть-чуть играл, но как бы тогда больше всего... Я на тот момент сдружился, это Сергей Черков, потом Алексей Бардуков и еще третий, я, к сожалению, не помню фамилию. Прилучный был еще. Павел Прилучный был, да. Но мы прям реально играли. Я им объяснял, вот терминология такая есть в КСе, вот как выглядит обсуждение, они бегали по карте, причем приезжали ребята после своей основной деятельности, кто-то после театра, кто-то после съемок или института. Тренировки были где-то в среднем часов в 10 вечера. То есть у них был такой тяжелый день, у нас прошло около 10 таких тренировок. Для того, чтобы они вжились в эту роль, они прониклись примерно профессиональным киберспортом. И третья вещь, это, и в том числе на площадке тоже, я говорил, мышку так не держим, это так, как-то чуть-чуть с точки зрения уже так смотрел со стороны оператора, чтобы это выглядело максимально похожим. Или когда они какие-то делали
там реплики, как это надо говорить. Там иногда слишком эмоционально что-то говорили. Но опять-таки не все мои пожелания были приняты. Вот. И третий момент — это уже я не как консультант, а мне предложил один из продюсеров: а не хочешь сам себя сыграть? Нам как раз нужен ведущий. Ну и там буквально пару секунд. Ну, там нет, там ну, там нормальные где-то сценки есть, полминуты, может быть, минута. Вот. Я попал в кадр и уже поучаствовал как актер, побыл на съемочной площадке. Ну, в принципе, для меня это был такой уникальный опыт. Несколько лет, там где-то года полтора, наверное, была подготовительная фаза, а потом в съемках я принимал участие, познакомился много там с кем из актеров тогда, посмотрел на кинематограф с позиции сценариста, режиссера, послушал, бывал на встречах, где продюсеры. То есть это какой-то тоже опыт для меня бесценный. И потом, в том числе, для меня среди моих интересов было участие в медиакомпаниях «Гамбит». Все те ролики, которые были там про Досю, промо-ролики по мажорам, необычное видение, создание такого прикольного какого-то контента в поддержку стикеров. Мы первыми это начали делать. Вот это частично нашло отражение там. Класс. И страница на Кинопоиске. Страница на Кинопоиске. Я бы еще добавил, что я помню, что вообще этот фильм на игре там не Counter-Strike, а вообще больше на Point Blank был похож. Да, там потому что не могли они использовать картинку из Counter-Strike, не удалось с Valve достигнуть соглашения. И этот период выпал на мою профессиональную карьеру только в Point Blank. Я помню все эти никнеймы, Комар, вот это все появилось. Да, Ян, Комар. Да, вот это все. Я думаю, откуда все это взялось, а потом вот откуда, оказывается, ноги росли. Уже... Но ники не я придумал. Ну, это самое главное, потому что Комар, я думаю... Нет, диалоги хорошо. Я посмотрел все моменты, диалоги, видно, что делал и корректировал профессионал. Но опять-таки не все. Потому что были определенные шутки очень плоские, так как геймеры вообще не шутят. Меня это триггерило очень сильно. Я представляю. Я спорил, прям стоял до последнего. 70% получилось отстоять, скажу так. Блин, я умер, там был. Нет, а там было такое, что не буду даже говорить. Ну ладно. Отлично. Давай поговорим про планы. Очень кратко и очень емко, но постараемся все-таки передать. Была цитата твоя, что ты не исключаешь, что Cloud9 станет твоей последней организацией. Но я знаю, что Дима Хуч недавно на стриме сказал, что у тебя есть предложение. Ты думаешь... Какого Хуча? Хитрый, все рассказал. Он закинул. Расскажи. Cloud9 бы стала последней организацией, если бы, допустим, КС-подразделение просуществовало, хотя бы лет 8-9, хотя бы. Потому что я не планирую останавливаться на достигнутом. И те две роли, которые я больше всего выполнял в своей карьере, это роль тренера и роль SEO, или спортивного директора, неважно, когда ты управленец или тренер, мне обе эти роли нравятся, и опыта у меня, в среднем лет по 10, что там. Я все еще люблю киберспорт, мне сейчас 42 года, но останавливаться на достигнутом точно не хочется. Предложение есть, не люблю забегать вперед. Посмотрим, что будет. Сезон только подходит к концу, и это как раз-таки та фаза, когда будут изменения в составах, когда пойдут обсуждения, трансферы и так далее. Спасибо. Мы Константина ждем после мажора. Хорошо, отлично. Ждем. По Лолу, да? Теперь подкаст. Можно по Лолу, да. По Лолу, да, можно вспомнить. Это крутое время. Друзья, на этом наше время подошло к концу. Подкаст закончился, но это не повод унывать, потому что можно поставить лайк под этим роликом, чтобы его немножко продвинуть рекомендации, написать свой комментарий о том, как вам Константин, как вам Костя Грув, что вы нового узнали, может быть, сегодня о нем. С вами был Саша Сай, Коля Спатич, Костя Грув. Спасибо. Спасибо. Всем пока. Пока-пока.